Всем здорово, народ. Значит, сегодня поговорим про аддоны, которые лично я использую и которые могут быть вам полезны. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Bartender 4 — это аддон, который позволяет вам совершать все необходимые махинации, связанные с вашими панелями способностей. Вы можете их видоизменять в плане размера, количества, положения и так далее. Также через настройки вы можете скрывать те панели, которые вам не интересны. Например, лично я для себя выключил панель сумок. Я не хочу, чтобы она у меня на мониторе в принципе отображалась, я ее выключаю и открываю по комбинации клавиш, когда мне это нужно. Все, по-другому я в принципе ее не вижу, она мне экран не захламляет. И вот помимо всего того, что вы можете делать базово с этими панелями, да, перемещать, видоизменять и так далее, а также присутствуют настройки состояния, что мне сейчас в последнее время супер нравится, опять же, если мы говорим про PvP. При нажатии на Alt можно настроить себе смену страниц. Это к тому, что если вам не хватает 3 стандартных панелей по 12 кнопок, можно добавить себе а-ля на том же месте еще дополнительно. Как это происходит? Если я зажимаю Alt, у меня просто свапаются мои панели, я это себе настроил. Первая на 8, вторая на 9, третья на 10, вот и все. Понятное дело, если мы говорим про условного Blood-дека, это не сильно полезно, поскольку кнопок не очень много, но если мы говорим вот про Unholy, то без этого, ну вот, я не знаю, как я раньше играл без свапа, соответственно, панелей. Например, я направляю питомца, чтобы он атаковал манекен. Через Alt-S я возвращаю питомца к себе. Через Alt-F, допустим, я направляю по маусоверу питомца, чтобы он атаковал. Можно настроить себе через Alt колесико мыши к себе, чтобы он прыгал на меня и останавливался. В общем, все, что связано с большим количеством кнопок, с использованием различных макросов, это супер полезно. И если бы не было смены панелей через Bartender, тогда бы, приходилось дополнительно себе просто место на экране захламлять, либо дополнительными паneлями, либо вот еще как-то. А учитывая, что здесь панели остаются на месте и просто свапаются на другие, это не захламляет нам экран, и все выглядит компактно. Кстати, если вас макросы на Unholy ДК интересуют, у меня есть видео отдельное, где я полностью все их разбираю, показываю, так что переходите и смотрите. Значит, аддон Big Auras максимально простой, но при этом максимально полезный. Вместо портретов будут отображаться важнейшие бафы и дебафы в порядке приоритизации. Ну, то есть, условно, сначала стан, потом какой-нибудь рут и так далее. Например, если я сейчас питомцем застану данный манекен, то будет большая иконка стана вместо портрета на данном таргете отображаться. То же самое касается и портретов вашего персонажа, вашего фокуса, таргета. В общем, все портреты будут в зависимости от бафов и дебафов видоизменяться. Гладиус. Важнейший PvP-шный аддон, без которого играть вообще в принципе двойки, тройки невозможно. Настраивать Гладиус вы можете по-разному, в зависимости от ваших потребностей, но вот функционала у него реально дохрена и больше. Отслеживание диминишингов. То есть как это работает? Чем больше один и тот же тип контроля вы по одному и тому же противнику накладываете, тем больше будет урезание на этот, соответственно, тип контроля. То есть если условно первый эфир 8 секунд на противнике длится, следующий будет 4, потом 2 секунды, а потом вообще работать уже не будет. И так вот для каждого типа контроля вы будете для каждого противника отслеживать диминишинги. Это невероятно полезно, когда вы играете на разбойнике, но и, понятное дело, за любой другой класс тоже лишним не будет. Отслеживание основных кулдаунов противника, без этого тоже играть невозможно. Вы видите, когда стан откэдэшивается у противника, когда сейвы от него откэдэшиваются и так далее. Плюс вы видите наличие тринкета, видите ресурсы, то есть хп-ману и так далее. Кастбары можно себе видоизменять. В общем, супер полезный аддон для PvP, нужно к нему привыкать, если вы с ним раньше не играли, это 100%. Magic Runes. Соответственно, прикольный аддон. Если вы ДКшник, можно себе добавить отображение рун в любую часть экрана, куда вы хотите, опять же, под ваш интерфейс просто подрабатываете. Будет показывать КДшки, какие руны у вас активные, какие неактивные. Если руны крови, соответственно, у вас перерабатываются в руны смерти за счет таланта, то также будет отображение уже не красное, а вот такое фиолетовое. То есть вы понимаете, да, что это руны смерти действительно. Соответственно, супер полезный аддон для ДКшника, можете использовать, добавляет вам визуального отображения. Следующий аддон, про который хотелось бы поговорить, это Scrolling Battle Text, соответственно. Можно его использовать, чтобы он отображал вам вообще все, что происходит в бою, то есть ваш урон, ваш отхил, урон по вам, использование тринкетов противника и так далее. Я настроил себе его таким образом, что он отображает только мои криты. То есть, если я условно сейчас вот кританул плеткой, появляется цифра 6128 с отображением моего крита. Соответственно, да, все криты он просто отображает вот здесь вот справа, они всплывают, начинают так немножечко трястись. Вот прямо сейчас был крит, например, ликом смерти. И также какая еще информация отображается в моих настройках? Миссы. То есть, если я промахиваюсь, улетает в поглощение, в парирование и так далее. В общем, если спел не достиг противника, соответственно, тогда появляется сообщение об этом. Да, то, что там условно, я не знаю, мой удар чумы был запарирован. Вы можете отслеживать все входящие
входящие события, то есть любой урон, который по вам проходит, или любой захил, который по вам проходит, вы можете отслеживать. Также существуют области прокрутки, то есть вы можете их перемещать в то место, где вы хотите, чтобы появлялись эти самые сообщения. Для меня данные 3 блока не работают только исходящие. И все криты будут появляться вот именно в этом месте, соответственно. Можно просто вот предпросмотр использовать, видно, где что будет появляться. В общем, чем мне аддон данный понравился? Что он добавляет немного визуальной информации, такой симпатичной, опять же, так для зрителя приятнее. Мне, в принципе, иногда полезно видеть, что я промахиваюсь способностями, поэтому если вот не всю информацию выводить, а только некоторую, то, в принципе, да, аддон супер прикольный. Аддон Move Anything позволяет вам любой элемент интерфейса перемещать в ту точку, в которую вы хотите. Можно изменять масштаб. Например, что лично для себя я сделал. Отображение дебафов моего персонажа я переместил вот сюда. Это я сделал для того, чтобы не глазеть в правую верхнюю часть экрана, где-то вот здесь вот, да, дебафы по дефолту отображаются. Соответственно, как я это сделал? Как я их переместил вправо-вниз и как я изменил масштаб? Мы прописываем в чате команду /move, и у нас открывается настройка интерфейса. Через поиск мы ищем то, что нам нужно. Например, если мы говорим про дебаф, так и пишем. Дебаф. Все. Ставим галочку. Двигать, плеер, дебаф. Вот они. Соответственно, вот эта точка с привязкой дебафов. Можно ее переместить. Давай чуть пониже переместим. Если вот так вот ее, опять же, за край ползунок подергать, то можно изменять масштаб. Все, перемещаю туда, куда хочу, галочку убираю, аддон закрываю. Все, теперь все мои дебафы будут отображаться вот в этой позиции. И, соответственно, любой практически элемент интерфейса можно здесь находить либо через поиск, либо опять через вот эти вкладки, выкладки. Вы можете их находить и перемещать так, как вам удобно. Вы можете их выключать. Ну, то есть, например, если мы говорим про таргет, да, я могу поставить галочку, где спрятать. И у меня таргет, в принципе, пропадет, его больше никогда не будет. Тоже довольно полезно, вдруг вам нужно. Народ, смотрите, если вас интересуют все мои настройки интерфейса и полный разбор всех моих аддонов под PvP, то я для этого записывал отдельный видеоролик на Boosty. И там же под видео я прикрепляю ссылку на папку со своими аддонами, чтобы вы могли все быстро скачать. В любом случае, на Boosty у меня много дополнительного контента, там присутствует личный чат, в котором вы можете написать, я на все ваши вопросы отвечаю. Поэтому, если планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходите на Boosty, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Следующий аддон называется Nice Damage, просто видоизменяет шрифт, соответственно, цифр, которые всплывают. Урона, захила и так далее. То есть вы видите, что он такой стал более какой-то спортивно-гоночный, что ли. Это все аддон Nice Damage. У этого аддона есть минусы, он не поддерживает русский текст, вот именно буквы, и поэтому если там условно будет всплывать какая-то подсказка о том, что циклон улетел сопротивление, то у вас просто будут точечки там или прямоугольники пустые. Но ради цифр, ради видоизменения именно отображения урона и захила можно взять. Omni CC. Это аддон, который добавляет вам кулдаун и отслеживание таймеров вообще на все. То есть, соответственно, у меня появляется кулдаун на мою руну, то, что вот 7 секунд. У меня появляется кулдаун на дотках, то, что они вот еще 14 секунд будут висеть и так далее. Его настраивать не нужно, просто ставите, и он сам вместе с другими аддонами начинает совместно работать. Соответственно, да, аддон OmniCC добавляет вам кулдауны на все. Plate Buffs. Супер полезный аддон для отображения самых вот этих вот дебафов над неймплейтами противника. То есть, если я заражаю его вот болезнями, накидываю, соответственно, оковы, это все через аддон Plate Buffs отображается. Если я накидываю какой-то важный дебаф по типу немоты, большая иконка этого дебафа также будет появляться над неймплейтом. Соответственно, без этого аддона в PvP вообще играть супер тяжко, и, ну, понятное дело, у вас просто недостаточно информации. А с данным аддоном сразу все над неймплейтом будет отображаться. Вы сразу видите, какие есть дебафы на противнике, каких дебафов нет, и так далее. Вы можете настроить, чтобы отображались не только ваши дебафы, а вообще все, то есть ваших тиммейтов, допустим, да, но тогда будет слишком много информации, и уже каша-малаша получается, не рекомендую использовать. В принципе, вы можете поудалять какие-то дебафы, которые вы не хотите отслеживать и так далее. В общем, настройки у аддона присутствуют, я ничего вообще здесь не менял, ничего не трогал, просто поставил, чтобы отображались только мои дебафы, да и в принципе все. Следующий аддон это Quartz. По-английски он пишется немного по-другому. Что делает? Видоизменяет нам каст-бар нашего персонажа. Вы когда начинаете что-то кастовать, у вас появляется иконка, вы можете размер делать больше, меньше, растягивать, уменьшать и так далее. У вас появляется таймер, соответственно, вы видите, что вот вы кастуете, еще осталось 7 секунд, всего был 10, вы видите задержку. Соответственно, также он показывает вам глобальный кулдаун, сколько осталось времени до автоатаки, и это, понятное дело, все можно включать и выключать. То есть, если вам не нужно отслеживать автоатаку, вы просто в настройках выключаете отслеживание автоатаки и все. При этом вы можете добавить отображение кастбара для вашей цели и для вашей запомненной цели. Например, вот я запомнил себя как цель, и отдельно полосочка запомненной цели применения появилась справа. Вы можете перемещать ее в любую часть экрана, как вам угодно. Если вам нужен такой функционал, то опять же пользуйтесь.
Аддон Sexy Map. Не так давно, то ли сегодня, то ли на днях, сирусовцы добавили, соответственно, в свой пул аддонов и аддон Sexy Map. Теперь он, по идее, багаться не должен. Соответственно, вы можете видоизменять себе мини-карту. Лично я для чего данный аддон использую? Потому что можно изменить просто масштаб этой мини-карты. И когда я попадаю на арену, я себе выкручиваю ее в 0.2, чтобы она мне вообще не мешала, и я не отвлекался. У меня просто здесь аддон Гладиус появляется, и я не хочу, чтобы мини-карта мне, соответственно, да, хоть как-то в этом мешала. По дефолту можно оставить себе стандартный, допустим, скейл, и пропадают все иконки. Вы можете их, во-первых, перемещать куда хотите, даже там условный календарь. И если вы не наводитесь мышкой, они просто пропадают. И это выглядит симпатично, минималистично, и в этом плане, да, аддон Sexy Map я использую. Есть различные пресеты, кстати, у данного аддона. То есть, например, можно поставить себе руны какие-нибудь. Лично я использую пресет разбойника, мне он кажется самым симпатичным, поэтому с ним я и бегаю. Значит, аддон Скада позволяет нам отслеживать, соответственно, различные характеристики, нанесенный урон, полученный урон, в общем, много всего, что можно здесь отслеживать. Понятное дело, есть альтернативные аддоны, там, Damage Meter, Details, по-моему, еще присутствует. Я лично использую Скаду, потому что у нее присутствует вот такая скругленная текстурка, и вместе с аддоном Викаурос она позволяет мне вот такие плашки ХП и рун, соответственно, силу рун, да, добавлять себе. Я пробовал различные способы, я нашел эту текстуру отдельно, добавлял в папку с аддоном, в Викауры, в папку аддона вообще текстур, в принципе, игры, ничего не помогало. Поэтому, если вы хотите вот такие скругленные текстуры для Викауроса себе, то нужно ставить аддон Скада по-любому. Но опять же, лишним не будет, она показывает статистику, допустим, по дамагу, вы можете на себя нажать, понять, чем именно вы дамажите. И если вы наводитесь, например, на какой-то конкретный спел, вот, например, я навелся на удар плети, вы видите, что вы в среднем за попадание ударом плети наносите 3-4 тысячи дэмэджа, да? А максимальное попадание было у меня на 6 и 2000 урона, соответственно. То есть крит был мой максимальный на 6 кусков. Snowfall K-Press. Это аддон, который позволяет вам применять способности по нажатию на кнопку, а не при отпускании. То есть вот я беру клавиатуру, например, хочу ледяные оковы кастануть. Нажимаю, и они сразу применяются. Мне не нужно отпускать клавишу, чтобы применилась способность. По дефолту именно так это и работало. Данный аддон фиксит данную проблему. Для отображения хп-бара противника вот таким вот образом, прямоугольниками, чтобы добавлялись вот эти вот полукруглые виджеты возле моего таргета, чтобы добавлялась полупрозрачность для невыбранных, соответственно, моих противников, для не таргета. Видите, прозрачность падает у, соответственно, других неймплейтов. Это все аддон Tidy Plates плюс Trade Plates. Опять же, полную подробную настройку данного аддона я у себя на бусте в отдельном видео выкладывал. Но вот больше всего мне данный аддон, опять же, нравится именно для PvP, потому что он показывает вам иконки классов, видоизменяет цвет неймплейта под класс противника или тиммейта, и вы сразу понимаете, кто это шаман, воин и так далее. Вместе с аддоном Plate Buffs у вас вся вообще необходимая информация на неймплейте присутствует. Вы видите бафы, вы видите дебафы, вы видите цвет класса, ну и в общем мне супер нравится. Значит, аддон Викаурос. В интернете существует множество профилей для различных классов, для различных спеков, которые вам добавляют визуальную информацию, в принципе, вам на экран. Ну, условно, для разбойника это могут быть какие-то комбо-поинты в центре экрана, плюс отображение самих КДшек и так далее. Я лично использую Викаурос просто для отображения себе, соответственно, хпшки и силы рун в той позиции, где я хочу, чтобы не передвигать свой полностью портрет, а просто чтобы добавить себе две такие полосочки. И они в реальном времени отображают мои ресурсы. Все, вот именно для этого я Викаурос у себя использую. Аддон Труфига КД — это аддон, который показывает, какие кнопки я прожимаю соответственно. То есть это не ротация, которой я должен следовать, а просто мною прожимаемые кнопки. Это, опять же, для стримеров полезно, для тех людей, которые видосы записывают. Ну и мне, кстати, лично тоже нравится просто, что когда я какую-то кнопку нажимаю, у меня еще иконка ее всплывает. Временами это даже полезно, чтобы вы вообще понимали, прожалась способность или нет. Ну, бывают такие ситуации, да, они редкие, но все же. И последний аддон, про который мы сегодня поговорим, это аддон Тип-Так. Он вам видоизменяет вот эту плашку всплывающей подсказки в правой нижней части экрана. Опять же, здесь много настроек, здесь присутствуют различные профили. Самое важное, что мне кажется, в данном аддоне присутствует, вы можете во время боя выключать всплывание подсказки вообще. То есть, например, если я сейчас навожусь на манекен, видите, подсказка появляется, да, в правой нижней части экрана, я вступаю в бой, навожусь, все, подсказки больше нет. Но при этом, если я зажимаю Shift, то подсказка будет появляться с той информацией, которая мне нужна. Опять же, можно настроить себе отображение цвета класса в этой подсказке. Видите, у меня показываются бафы и дебафы. Всю информацию, которую вы хотите видеть в подсказках, это все через настройки данного аддона можно регулировать. Поэтому да, у этого аддона действительно много настроек, и под себя вы точно сможете его персонализировать в зависимости от того, опять же, что вам нужно, а что не нужно. Если захотите переместить всплывание подсказки место, то вы просто нажимаете на кнопку Anchor, у вас появляется вот эта плашка, и вы ее в то положение, где хотите, чтобы подсказки всплывали, переносите. Нажимаете еще раз, она пропадает.
Вот такой вот видос на сегодня, народ. Пишите в комментариях, какие вы лично аддоны считаете самыми полезными и самыми функциональными. Будем разбираться, будем читать. Но я же вам всем желаю удачи, всем прогрессив PvP, всем пока.